Всем привет! Поддержите канал подпиской и лайком, у нас самые честные новости. Сегодня экстренный выпуск. Как мы и прогнозировали, новая война на Ближнем Востоке началась. США и Израиль атаковали Иран. США начали крупномасштабную военную операцию против Ирана, объявил Трамп. Главные заявления из речи американского президента. Иранский режим – это злобная группа очень жестоких, ужасных людей. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Наша цель – защитить американский народ, и для этого необходимо устранить угрозу со стороны иранского режима. Иран несет ответственность за многие атаки на американские интересы в регионе. США собираются уничтожить все иранские ракеты, а также ракетную промышленность и военно-морские силы. Что именно и кто стал целью ударов в Иране? Наиболее масштабные удары пришлись на Тегеран, в том числе по району, где расположены офис и резиденция верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи. По данным иранских СМИ, туда было выпущено как минимум 7 ракет. Удары также пришлись по ключевым объектам, включая министерства, базы и дома высокопоставленных лиц. Помимо ударов по столице, Израиль и США атаковали районы в Исфахане, Иламе, Луристане, Керманшахе, Карадже и Тебризе. Государственные СМИ Ирана сообщили, что высшее руководство находится в безопасности. Первое спутниковое фото резиденции Хаменеи после израильского удара. Израиль сообщает об ликвидации верховного лидера Ирана и президента Ирана, но министр иностранных дел опровергает эту информацию. Вот первая реакция высокопоставленного чиновника Ирана. Трепещи, Америка. Скоро Иран продемонстрирует вооружение, которого США еще никогда не видели. До этого иранцы запускали ракеты из тыловой части запасов, заявил пока еще живой генерал Ксир. Иран запустил баллистику по Израилю. Воздушная тревога по всей стране. Людей просят спуститься в бомбоубежища. Иран бомбит американские авиабазы по всему региону. ПВО срабатывает не всегда. В Иордании полыхает авиабаза Мувафак-ас-Сальти. В Дохе, столице Катара, также раздаются мощные взрывы. Прилеты в Кувейте. Бахрейн охватили пожары. Власти заявили, что начали эвакуацию людей из района, где расположена штаб-квартира 5-го флота ВМС США, после того, как он стал целью иранских ракет. Системы ПВО США перехватывают цели в Эрбиле, на севере Ирака, где находится американская авиабаза. Иранская армия заявила, что запустила по Израилю десятки ударных беспилотников, начав первую масштабную атаку такого рода. Атака на Дубай, взрывы рядом с Бурдж-Халифа. Иранская ракета упала в фешенебельный район, который находится на искусственном острове Пальма-Джумейра. В Кувейте прилет иранской ракеты по аэропорту, коллапс в аэропортах Дубая и других городах Ближнего Востока. Тысячи пассажиров застряли и не могут вылететь из стран, в которых снова гремят взрывы. А вот и плохие новости для Украины. Ксир заблокировал Ормузский пролив. Цены на нефть взлетели до небес. Теперь и российская нефть будет стоить дороже. Иран атаковал нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Местные жители сообщают и больших пожарах. А тем временем Иран объявил о второй волне ударов по базам США. Корпус стражей Исламской революции сообщил о запуске гиперзвуковых ракет «Фатах» с тяжелыми боеголовками. Итак, что нас ждет дальше? Будем говорить в первую очередь про интерес Украины. Если эта война не продлится долго, то это выгодно для Украины, так как союзник России Иран больше не сможет помогать в войне против нас, а также с Ирана будут сняты санкции с нефтяного сектора, что обвалит цены на российскую нефть. Но если эта война продлится хотя бы несколько месяцев и Ирану удастся блокировать Ормузский пролив, то цены на нефть взлетят в космос и спасет российскую экономику. Поэтому мы будем внимательно следить за ходом событий в Иране. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.